Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Максим Радайкин и главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте. Соединенные Штаты вызвали Владимира Зеленского на ковер для подписания соглашения о создании некого фонда, к которому будут отходить вся прибыль с продажи украинских ресурсов. Пожалуйста, можете немного раскрыть, что не такое собираются продавать, делить, и не попытка ли это просто раскачать Украину на мир? Хороший вопрос, потому что до конца непонятно, что же собираются продавать, кто кому что пообещал, как это будет продаваться. Ну, пока только понятно, как будут делиться доходы от этой продажи. Ну, собственно, американцы известные коммерсанты и специалисты в этой сфере. Вот как бы поделить доходы, это получается хорошо. Только пока вот непонятно, что, с кем и как делить. Ну, я поясню, в чем проблема. Собственно, во-первых, начнем с того, что вот этих вот запасов, о которых идет речь, на Украине не так уж и много. Добыча нефти там, ну, достаточно чахлая. Добыча газа, особенно после там, ударов России по энергетической инфраструктуре, там, местам хранения газа там, по ПХГ и по объектам добычи, я думаю, она еще, скорее всего, упала. Что касается запасов редкоземельных металлов, то, ну, во-первых, там их не такое колоссальное количество, а во-вторых, ну, даже если бы их было очень много, дело в том, что рынок редкоземельных металлов, ну, он такой достаточно узкий. То есть вот говорить об объемах, как с газом или с нефтью, когда там миллионы тонн или миллиарды кубометров требуются рынку каждый год, вот с редкоземельными металлами, ну, все как бы немножко по-другому работает. Что касается того же самого лития, то залегание лития на Украине, оно геологически достаточно сложное. Ну, собственно, поэтому там были попытки все это разрабатывать еще до начала там, спецоперации и даже до 2014 года, но не очень получилось. Была австралийская компания, которая проводила там геологоразведку, но нашла запасы не слишком большими, а условия их залегания достаточно сложные для того, чтобы вот на тот момент это было экономически целесообразно разрабатывать. Ну, а главный фактор, дело в том, что порядка 60 или, может быть, даже 70% того, что хочет Трамп от Зеленского, ну или что Зеленский предлагает Трампу, оно, собственно, находится на территории, которая сейчас контролируется Россией. То есть в ДНР, в ЛНР, в той части Днепропетровской области, которая уже фактически находится под контролем ВС РФ. И поэтому как можно предлагать то, что ты не контролируешь, и как можно соглашаться э, как-то финансово что-то гарантировать за те активы, которые твой партнер не контролирует, вот это не очень понятно. В связи с этим, кстати, очень интересно выглядит заявление Владимира Путина, которое появилось вот буквально на днях поздно вечером, как бы на пике вот этих вот обсуждений сделки между США и Украиной по поводу редкоземельных металлов, хотя вот, повторюсь, туда входят не только редкоземельные металлы, а еще и остальные активы в виде угля, там, э, газа, нефти и так далее. Я так понимаю, заявление Владимира Путина, наверное, стоит трактовать так. То есть вы, конечно, подписываете, Зеленский, ваше соглашение, вот, но лучше делать это все-таки с нами, потому что, ну, деликатно намекнем, что то, по поводу чего вы торгуетесь с Зеленским, оно уже не его. Оно уже, ну, так, с изрядной долей формальности наше. Поэтому, может быть, вам имеет смысл сначала поговорить с нами по поводу того, что мы можем вам предложить, а потом уже общаться с Зеленским, понимая, что те колоссальные суммы, которые вы называете в качестве каких-то выгод от этого соглашения, ну, они будут в итоге значительно меньше. Ну и я так понимаю, плюс ко всему, наверное, это, опять же, некий посыл по поводу того, что то, что есть на Украине,
Ну, это не так много. Если вы будете взаимодействовать с Россией по этому поводу, то, собственно, вы сможете взаимодействовать как на территории, ну, фактически бывшей Украины, а теперь Российской Федерации в виде ДНР, ЛНР и тех частей там Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей, которые находятся сейчас под нашим контролем. Но плюс ко всему не забывайте, что на, так сказать, если можно их так назвать, на старых российских территориях активов, которые вам могли бы быть интересны, тоже немало и значительно больше, чем на Украине. Ну вот складывается такое ощущение, что эта сделка, она носит, ну, какой-то скорее фиктивный или финансовый характер, чем практический. Ну, условно говоря, как вот определенные элементы вот этой зеленой повестки в тех же самых США. То есть многие стартапы в области зеленой энергетики так и не заработали. Но вокруг этого был огромный хайп, соответственно, инвестиционные компании начали вкладывать деньги в эти стартапы, соответственно, выпускались там облигации этих компаний, которые из-за вот этой надутости вложенными в них деньгами стали стоить колоссальных денег. Соответственно, эти компании выходили на IPO, продавали свои акции на рынке. То есть получалась такая вот как бы большая бумажная торговля, вокруг которой вращались большие деньги, но при этом с точки зрения ну, какого-то практического эффекта многие из этих компаний и стартапов превратились в пшик. Есть такое ощущение, что что-то подобное ждет и эту сделку между Трампом и Зеленским. То есть вполне вероятно, что будут поставлены на баланс какие-то запасы, будут созданы какие-то там, я не знаю, инвестиционные фонды, которые должны будут разрабатывать вот эти вот залежи редкоземельных металлов, а также там, нефти, газа, угля, там, не знаю, карамелек, барбарис, неважно, чего угодно на территории Украины, и в это будет вложено много денег. Это все получит какое-то большое финансирование. Вокруг этого, опять же, сформируется некий вот такой вот финансово-фондовый пузырь, на котором многие смогут заработать. Вполне вероятно, что результатом этого фондового финансового пузыря станет вот как раз вот немалый там, существенный заработок США вот на всем этом хайпе вокруг этих редкоземельных металлов Украины. Но это совершенно не значит, что нога хоть одного американского геолога ступит на ту землю, вот, в которой содержатся эти самые редкоземельные металлы. Посмотрим, во что это все выльется, но пока вот возникает такое ощущение, что это вот такой типичный хайп, призванный сформировать вокруг этой темы, ну, как это, привлечь туда много денег. Совершенно не обязательно при этом извлечь много редкоземельных металлов. Тут стоит отметить, что наше ура-патриотическое сообщество с негодованием восприняло заявление Владимира Владимировича, что вот как так можно, вот это вот российские ресурсы. Но, собственно, в Российской Федерации проблем нету с добычей. Мы все это прекрасно сами добываем. Но если предложить американским компаниям вступить на эту землю, то это будет фактическим признанием данной территории за Российской Федерацией, так что это получается? Мне тоже очень интересно, как будет выглядеть структура этой сделки, потому что, ну, как бы с формально международной точки зрения, ну, теоретически, как бы эти территории, ну, вроде как являются территорией Украины. Во всяком случае, международное сообщество считает именно так. С учетом того, что эта возможная сделка, она будет носить международный характер, то, собственно, действительно, вы абсолютно правы, если те же самые американские компании подпишут какие-то соглашения с Россией по поводу разработки, ну, я не знаю, там, угольных запасов Донбасса или там запасов каких-нибудь медных марганцевых руд или что-то в этом роде на территории Донбасса, то фактически этот договор, он действительно легитимизирует вот это вот состояние, переводя его из состояния де-факто в состояние де-юре, да, действительно, эти территории принадлежат Российской Федерации, эти запасы принадлежат Российской Федерации,
и, соответственно, соглашение, заключенное между американскими компаниями и российскими компаниями на этой территории, фактически означает, что статус-кво этих территорий как российских, он является международно признанным. И это действительно может иметь такой вполне интересный положительный эффект для вот как бы дополнительного признания и укрепления статуса этих территорий как территорий исключительно российских, находящихся в российской юрисдикции. Это правда. Тут еще один вопрос назревает. Трамп позиционирует Соединенные Штаты сейчас как возврат к реальной экономике. Если вот последнее вот все время экономика США, она была виртуальной, бумажной, то есть экономика услуг, сверхдорогие услуги стоматологов, сверхдорогие услуги юристов, но они не несли металла, железа, бетона под собой. И сейчас Трамп пытается вернуть производство и, соответственно, хочет коммуницировать с Российской Федерацией. Но сейчас мы видим о том, что в связи с налаживанием процессов цена на нефть припала, доллар, соотношение рубля к доллару припал, и, соответственно, мы в бюджет Российской Федерации получаем меньше рублей за тот же объем нефти. А Российской Федерации сейчас происходящее выгодно или невыгодно? С точки зрения вот той модели, о которой вы говорите, пожалуй, нет. Но есть целый ряд факторов, которые может положительно сказаться на российской экономике, потому что жить в изоляции, конечно, можно. И у нас есть пример Ирана, который долгое время живет в изоляции, но это реально тяжело. Так или иначе, мир сейчас пронизан информационными, экономическими, любыми другими взаимодействиями, поэтому какая-то межстрановая кооперация, так или иначе, она все равно должна существовать. Ну и, соответственно, если вот это взаимодействие, налаживающееся с США, ну, я призываю ко всему этому относиться с осторожностью, потому что так или иначе мы знаем, чье вооружение находится сейчас на Украине, и какие ракеты прилетают по российским городам, где они произведены, в какой стране и какой марки. Опять же, каким там пехотным оружием воюют ВСУ, какую бронетехнику они используют. Понятно, что все это взялось не из воздуха, а было произведено прежде всего на американских заводах. И пока на самом деле, несмотря на такие обнадеживающие заявления Трампа, с точки зрения улучшения нашего взаимодействия такого как бы прикладного политического или прикладного экономического пока не происходит. Санкции как были, так и остались. Там компании гоняются за российским теневым флотом и за российской нефтью по всем морям, пытаясь еще как-то ущемить, там, лишить доходов и так далее и тому подобное. То есть пока есть некие заявления, которые демонстрируют добрую волю. А практического выражения эти заявления пока не имеют. Ну, а снятие санкций это всегда хорошо, потому что, ну, как это, в любом случае жить хорошо лучше, чем жить плохо, поэтому снятие каких-то санкций, оно, безусловно, облегчит существование для многих российских компаний, для российской экономики в целом, то есть дышать станет полегче. То есть будет меньше сложностей, которые реально сейчас существуют и с которыми приходится считаться. А вот дальше начинается вопрос о том, как далеко можно во всем в этом зайти. Потому что, с одной стороны, конечно, хорошо, когда снимут санкции, хорошо, когда наладится опять какое-то торговое и промышленное взаимодействие, но возвращаться, скажем, к системе, когда в том же самом нефтегазе большая часть технологий или какого-то оборудования была импортная, вот это, наверное, будет плохим последствием для снятия санкций, потому что так или иначе опора на свои силы, опора на свою экономику – это всегда хорошо, хотя бы с точки зрения собственной безопасности. Потому что очень высокая импортозависимость с точки зрения там, технологий, оборудования, электроники, средств связи и так далее, и так далее, и так далее. Не буду все перечислять, список получится очень длинный. Вся эта зависимость сыграла с нами злую шутку в 2022 году, когда постоянно ужесточающиеся санкции привели к тому, что какие-то отрасли просто прилегли настолько, что было жалко смотреть, если честно.
Поэтому, ну, здесь без какого-то компромисса, без какого-то баланса не обойтись. То есть, с одной стороны, снятие санкций, да, это хорошо, с другой стороны, возвращаться опять к такой критической зависимости от западных стран, ну, этот кризис показал, что так, наверное, делать не стоит. Большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал «Нефть Капитал». Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы дальше бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч.